Начнем с того, что не особо много на рынке выборов, где обучаться супервизии для коучинга, для коучей. Вот. Я выбирала всего я ничего не выбирала, получается. На рынке нет предложений обучения групповой супервизии. Еще на первый курс я выбирала, и то я выбирала между тем, пойти учиться в российскую школу или пойти учиться туда, где преподаватели будут иметь, ну, скажем так, больше стаж работы уже в этом процессе. И я смотрела, первое для меня решающим фактором, это было то, что это старейшая британская школа. Я посмотрела преподавателей, их опыт 25-летний и вообще огромный опыт и преподавания, и работы, то есть и теории, и практики. Вот. Конечно же, моя личная симпатия к руководителю программы Кирине Джадж, она тоже сыграла свою роль, потому что я, по сути, вижу, как человек также двигается. Вот. И вот эти, наверное, три фактора, они стали решающими. То есть первый фактор – это в России негде учиться, но супервизоры для коучей. Второй фактор – это западная школа с длинной историей, подтвержденной. Да, 25 лет истории у основного ведущего преподавателя Джо. И руководитель программы Ирина Джадж, которая своим примером показала, как вообще меняется личность коуча вообще после прохождения и обучения, и вообще введения в регулярную поддерживающую практику супервизии. Такой был исчерпывающий ответ на данный вопрос. Это нужно рассказать про всю мою жизнь, да? Но вот как бы, чтобы вот объяснить, да, вот этот выбор. Но если коротко, да, на сегодняшний день восприятие жизни для меня, да, оно как путешествие. И я бы так сказала, что сейчас оно, знаешь, такое как, а что же есть осознанное путешествие? И это исследование, а кто же я как путешественница в этой жизни? И знаешь, у меня есть такой любимый Марсель Пруст, у него есть такая фраза, да, единственное путешествие, да, единственный источник молодости, это вечно зеленый такой фокус у меня, это обладание другими глазами. Это лицезрение Вселенной глазами другого человека. И вот супервизия для меня это уникальнейший на сегодняшний день техногенный инструмент, который позволяет мне лицезреть Вселенную, частью которой являюсь я, глазами других. Ожидания были самые, что ни на есть, простые. Это то самое любопытство и жажда. Жажда раскрыть себя в профессии. Жажда расширить свои возможности профессионально. Жажда узнать еще что-то, что есть рядом, и оно вот-вот станет тебе доступным. Да? Это я называю такое, знаешь, здоровое чувство голода, которое, с моей точки зрения, оно обязательно должно присутствовать в любом человеке, который понимает, что жизнь – это эволюция. Вот. Поэтому удовлетворила ли я свою жажду, пройдя этот курс? И да, и нет. Потому что, как и любая хорошая рефлексивная практика, она дает возможность осознать один уровень, на котором ты находишься, и, конечно же, помахать тебе уже с другого уровня, что оставляет вот этот голод на том необходимо достаточном уровне для того, чтобы развиваться дальше.
Вот. А, я бы сказала, что это именно про это. Зашла я с любопытством. Вот просто мне было любопытно. Мне было, правда, интересно. Зная уже технологию супервизии, пройдя курс, мне было интересно, а как это можно смотреть на жизнь вот, и на свои запросы через восприятие других людей. Как это так создать пространство, чтобы это пространство было эмерджентным. И вот вышла как раз-таки я, уже закончив этот курс, да, с новым любопытством, с новым интересом и с новым вопрошанием. Даже наоборот, да, еще большим осознаванием, да, что есть это поле, и этот инструмент есть, и в него можно погрузиться, и на самом деле можно познать и узнать, кто ты есть на самом деле, позволить этому пространству дать возможность не только познать себя, да, а познавать, создав такое пространство, где каждый может познать себя и, познавая себя, да, сделать это пространство образовательным, обучающим. И все участники этого поля, этого пространства, они узнают нечто большее про себя. Они узнают весь контекст своего запроса шире в отношении его, в отношении его отношений, в отношении его жизни, и даже, я не побоюсь этого сказать, да, эволюции его жизни. Лично для меня это было очень естественно. То есть в нужное время, в нужный момент, в нужной форме. Я вот сейчас соглашусь с Назгуль, я пережила все то же самое. Да? И это упражнение, кстати, когда можно свои глаза достать и посмотреть на себя своими же глазами, это целое упражнение, классно. Вот, но вот здесь я, пожалуй, воспользуюсь высказыванием одной испанской танцовщицы, хореографа, которая уже 25 лет преподает в России. И она как-то сказала одну вещь. Некрасивость – это невыявленность себя. Непроявленность профессии – это тоже невыявленность себя. Все. Яркие моменты, которые я пережила на супервизии, они были связаны в первую очередь с тем знанием о себе, с которым я столкнулась. С той обратной связью о себе, которую я услышала. С теми результатами, казалось бы, неразрешимых ситуаций, которые мы получили. И это самые яркие моменты. Это была сама жизнь, которая показывала целостность, профессиональную и личностную. Наверное, для меня это вызовом была я для себя. Просто не прозвучал вопрос, что был для тебя этот курс. Для меня этот курс был, это, еще раз повторяю, это путешествие. Не было вот этого эффекта, я там прихожу как ученик и учусь. Это путешествие, да, вовнутрь себя. Это как если бы я взяла вот так вот глаза, да, вытащила, я их перевернула и вставила в себя. Вот это была для меня групповая супервизия, где периодически еще, да, я вот через глаза других людей, да, видела вот те аспекты себя, да, которые не видны, когда ты устремлена вовне. А групповая супервизия именно через вот эту силу эмерджентную, она позволила мне, да, через общий глаз,
через глаза других людей, да, и таким образом, да, вот, как бы, которые повлияли на мое внутреннее восприятие себя как себя, я сталкивалась с той, которая, как Кен Уилбер говорил, тем теневым аспектом, да, который в этом путешествии и создает препятствия. И для меня это была мощная рефлексия. Это не просто слово, это на самом деле была рефлексия в 6D. А самым ярким событием было, да, это вот это вау, а как? Потому что тень, она же почему тень? Потому что там нет света. И когда попадает вот этот вот маленький лучик света, да, все становится явным. И вот это и были вот эти вспышки, вот эти и были искорки. А дальше уже ничего делать не надо, достаточно осознать. И групповая супервизия была тем оригинальным инструментом, когда не было умствований, не было технологий, не было каких-то назиданий, да, это когда ты была и экспертом, и испытуемым, и вот этим жаждущим, интересующим и любопытным, ты была всем, да, ты препарировала вот эти теневые аспекты в очень экологичные, в очень, и вот это, кстати, для меня тоже было большим вызовом и открытием, да, умение создавать вот эту нежную, очень-очень нежную, экологичную вот эту вот среду. И оказывается, этому можно научиться. Ну, вот это было для меня ярко. Могу ответить таким образом. Вот кто играл в компьютерные игры хоть когда-то, да, они знают, что в компьютерной игре там есть уровни. И каждый уровень, он сложнее, сложнее, сложнее. И когда ты долго не можешь пройти уровень, а это бывает, ну, там, неделя, 2-3, я не играла, это мои дети играли, да, то ты видишь вот эти мучения, терзания, да, профессиональные, душевные, всякие разные. Вот я могу сказать, что у меня сейчас ощущение, как будто бы я выскочила в пространство, где все есть. У меня есть необходимые ресурсы, мне известно все стратегии, которыми можно пройти этот уровень. Я знаю даже, каким может быть результат, точнее, вариативность того, что может произойти. Да? И самое важное, я знаю, что я могу это сделать. Совершенно я готова к этому уровню. И, возможно, если говорить про игру, то это тот уровень, на который я бы не решилась раньше зайти. Потому что он, наверное, для продвинутых пользователей. Я не буду покупать этот пакет для продвинутых пользователей, да, потому что денег куча, а не факт, что пройду. Вот теперь я не то, что куплю этот пакет для продвинутых пользователей, я уже его купила. И с моей точки зрения случился процесс, который можно назвать, что собралось все в целостную картинку. С одной стороны, было получено много знаний, много умений, много практики уже было. С другой стороны, были сомнения, страхи, непонимание, отсутствие ясности. И вот у меня сейчас ощущение, что все это вот таким образом, как цветок лотоса, знаете, он собрался, и он готов сейчас распуститься. То есть я знаю, в какой почве я расту, я знаю, где мне хорошо, я знаю, нужно меня ли поливать или не нужно. Вот. И я знаю, в каком саду я хочу расти. И с моей точки зрения, именно эта программа дала возможность вот этому состояться, стать в реальности взрослой целостной личностью. Пусть это даже было, как, знаешь, катализатор, который, с одной стороны, приподнял что-то, да, но с другой стороны,
да, он немножко там что-то поменял, да, и даже не поменял, а пересобралось какие-то мои представления, может быть, о том, о себе, о моей практике. Оно сейчас пересобралось и выстроилось в совершенно простую и ясную для меня цепочку, которую сейчас я и развиваю. И у меня ощущение, что мои клиенты, судя по тому, что они говорят, они как будто бы тоже сейчас переходят на другой уровень. И они об этом прям говорят в сессиях. Ты знаешь, мы это долго не могли запустить, мы это долго не могли сделать. И сейчас мы это делаем. А самое важное, я сейчас знаю, лучше знаю, как их в этом поддержать. Потому что в некотором смысле я иду параллельно с ними. Я до сих пор нахожусь в рефлексии, и я до сих пор нахожусь в написании эссе. Потому что результат, он, знаешь, он настолько колоссальный. Я, знаешь, долго думала, да, вот, и пишу, и как раз об этом я думаю, да, что есть вот этот самый результат. И как это вот сейчас, что в моей жизни поменялось. Вообще вот коучинг, да, мы же про коучинг, групповая супервизия в коучинге. Для меня коучинг — это инструмент осознания. Я природу вообще осознавания исследую как бы, уже давно. Вот сознание, да, и вот эта вот приставка «о», да, то есть смотри, да, мы идем с клиентом, да, и мы исследуем все то, что есть сознание, да, а тут мы и исследуем контекст этого сознания, да, а тут мы, понимаешь, да, мы смотрим вообще, да, вот что есть за контекстом этого, это познать непознаваемое. Понимаешь? Это просто взять конструкцией ума, познать непознаваемое. Но именно там находятся все ответы. И вот последнее то, что произошло, и сейчас люди хотят осознать, что произошло, вот этот коронавирус, да, но на самом деле произошел просто мощнейший скачок сознания. Мы были, да, свидетелями мощнейшего перехода, наимощнейшего перехода. Да? Это эволюция, произошла эволюция сознания. Сейчас будут все об этом говорить, да? Но и вот именно благодаря тому, что я прошла групповую супервизию, я созерцала тот процесс, свидетелем и участником которого я была вот эти 2 недели. 2 месяца. 2 месяца. И я сейчас одно точно знаю, да? ВУКА было, есть и будет. Это на самом деле, да, так. И мы, как инструмент, да, вот этого перехода, эффективного перехода, да, как супервижен, он не только оказывается в коучинге. Это как, понимаешь, да, вот это все созерцать, супервизия для меня — это созерцание, да, все системы в системе, системы во всем. И вот я сейчас стала вот это все видеть в системе, все абсолютно созерцать в системе. Абсолютно все в системе. Любой запрос, любой, даже дома, понимаешь, да? Я его вижу уже во всей системе. И я вижу, что сейчас происходит, потому что мир таков, как ты его воспринимаешь. И вот это для меня сейчас, я не знаю, как это объяснить, но это просто колоссальная компетенция. Потому что мир сейчас будет, да, это такая была иллюзия, когда говорили, да, что движущая сила — это борьба существования. Нет, движущая сила человечества — это партнерство, это сотрудничество. А групповая супервизия позволяет нам увидеть, да, где ты выпадаешь из этого внутреннего партнерства, потому что твое внутреннее партнерство проецируется на внешнее партнерство. А сейчас мир только возможен, и он будет развиваться только для тех, кто будет жить в партнерство, кто будет идти в сторону сплочения.
а это только благодаря конгруентности, коллаборации, креативному мышлению, а это развитие, да, потенциала, да, критического мышления. Это только будет возможно благодаря тому, когда ты можешь вот эти все вещи созерцать, видеть их вот в таком контексте. Когда ты можешь создавать это поле, когда люди приходят и видят, где они выпадают из системы, да, что им мешает сплачиваться, что им мешает тому, чтобы быть участником вот этого сплоченной системы, которой является жизнь. Потому что все есть это сплочение, только сплочение. И вот это для меня сейчас, оно все сложилось, понимаешь, вот эта затисканная миссия, она стала, понимаешь, не так там, я осознала роль этой миссии, реализовать свой потенциал, а это вот, и вот это, и мои последние вот эти пазлики были, да, вот мои ответы на вопросы, это групповая супервизия. Да, я в ней была больше в рефлексии, но сейчас оно так сложилось, и вот этот переход, свидетелем которого мы были, да, он прям четко и ярко это отразил. Прошли и обучились, и узнали, что такое коучинг. Вы получили много инструментов. Но рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вы почувствуете, что у вас нет внутренней свободы работать так, как вы чувствуете. У вас нет внутреннего позволения это делать. И обучение на супервизора, она дает как раз возможность прожить эту внутреннюю свободу. Потому что проживая эти, скажем так, раскрепощения, проживая и распознавая все аспекты свободы, вы сразу же видите, как меняются результаты ваших клиентов. И вы совершенно точно сможете быть шире, чем вы сейчас, быть более осознанным в процессах и более творчески подходить вообще к процессу своей работы и быть смелыми, быть гораздо смелее, чем вы сейчас есть. Поэтому для меня обучение на супервизора, оно в некотором смысле сбросило все оковы. И я очень жалею, что несколько лет моей жизни было потеряно только потому, что с самого начала, после того, как я обучилась, и уже у меня было 25-50 часов практики, у меня не было этой поддержки супервизора. И сейчас я буду, наверное, говорить об этом настолько, насколько хватит моего голоса, насколько хватит ширины моих объятий, говорить о том, что, дорогие коллеги, как только вы закончили 3-й модуль обучения, 1 раз в месяц подключайте к супервизора. Это сэкономит вам время. Это сделает вас по-настоящему сильными профессиями, либо даст ясность, что это не ваша профессия, и вы пойдете дальше. Этот курс вообще для всех. Для всех. Для всех тех, кто сейчас, особенно вот в время после перехода, время кризиса, а мы сейчас переживаем на самом деле кризис мышления, кризис сознания, я его советую всем. Всем тем, прямо я настойчиво рекомендую, сделайте себе подарок. Не надо придумывать, не надо ездить, не надо этому прямо куда-то там искать места силы, какие-то там ретриты, да. Просто придите на этот курс для того, чтобы, да, быть экспертом усовершенствования систем. Если вы домохозяйка, система, которая называется семья. Вот. Если вы HR и руководитель, эта система будет ваша компания. Если вы коуч, то это того коучингового сообщества, вот, в котором вы будете себя реализовывать. Это навыки экспертности в усовершенствовании, развитии через познавание и исследование той системы, к которой вы хотите быть причастны. Где вы чувствуете, да, что именно
Это ваше сейчас назначение.